Всем здорово, я Кит Бомба, и сегодня я буду делать гайд про Лукаса. Я буду все объяснить, как играть, что покупать на этом герое. Пока Макс Лево начинаем, сейчас есть две борки на Лукасе. Есть один через пояс, и есть тоже один через топор. Я считаю, что тебе надо покупать пояс, если у тебя какой-то убийца, как Джой, Лин, и какой-то лейт-гейм убийца. Но если у тебя early game лесник, как Альфа, Суё, то ты можешь и топор начать. В целом есть две спелс, которые ты можешь использовать. Есть лужа и есть Vengeance. Есть и флик. Для меня флик это очень ситуативно. Это зависит от как ты играешь на Лукасе. Но я предлагаю играть с Vengeance или с лужей, потому что мы еще в танк-мете, и тебе надо танчить побольше. И вот лужи с Vengeance помогают тебе танчить. В целом, я считаю, что Vengeance ты должен взять против Irithel, Беатрис, Клауд и по типу героев, которые любят тебя автотачить, как тоже Керри. Но против героев, которые не любят это делать, АДК, Броуди, Клинт, Харит, то ты можешь и лужи взять, и те лужи есть, что очень помогает на черепах, на объектов, чтобы танчить побольше, и на лайнинге тоже приятно бить с лужи. По эмблемам тоже есть разные эмблемы. Есть один сборки через Tenacity и Brave Smite, но ты можешь тоже волна использовать на Лукасе. Для меня, если у тебя тяжелый лайнап, допустим, ты против Хильде, но если Хильда правильно играет, тебе очень тяжело выиграть этот лайнап. Но если ты хорошо играешь, ты можешь это каким-то образом переиграть. Но я против Хильдепа взял Brave Smite, чтобы жить побольше. Там есть хорошие фишки для ланги, я буду вам показать тоже. Но сначала давай забираем сборки через пояс, чтобы просто показать, что надо покупать. Вот, ты покупал маленький Афина, после этого Dominance Ice, Афина, может быть, что у тебя Blade Armor, надо и Бессмертие, перезакуп, готовимся. И у тебя будет вот такой бит на Лукасе, если у тебя Джой. Так, если у тебя Суё, то ты можешь с топором. И мне не нравится Dominance Ice на Лукасе, потому что я считаю, что этот предмет просто... Я не знаю, он тебе хп не дает, и этот антихил помогает, да, но маги в любом случае покупают антихил. Условно, если ты без Vengeance играешь, то тебе надо какое-то... что-то против АДК. И Blade Armor сильно помогает. Я тоже читал, что если вот этот маленький Афина покупаешь, и ты хп стакаешься, то это очень приятно, потому что герой хорошо работает с хп, ты больше хилишь, когда ты, ульти нажимаешь, ты же хилишься, ты больше хилишься, если у тебя больше хп, у тебя первый скилл больше хилит, у тебя Brave Smite больше хилит с хп. Герой работает с хп. Я за это читаю, что просто Dominance Ice, Blade Ammo стоит 100 голды меньше, у тебя будет этот предмет быстро, слишком много дефенс дает, и ты можешь просто вот так играть. Я бы просто дальше Афина покупал, после этого рассматривать, что тебе надо. Если тебе хорошо играть, ты даже можешь крылья покупать. И последний айтем бессмертия. Тоже при закупе готовимся. Если у тебя не хорошая игра, я бы сказал, ты покупаешь еще Def какой-то, вот условно Twilight Armor, Radiant Armor. Просто что тебе надо. Может быть, что вот этот предмет надо Кюрас. И ты Кюраса покупаешь. Я думаю, что все поняли про да. И мейн комбо на Лукасе работает так, что ты хочешь, например, на объектов, да? Ты хочешь инициировать, ты хочешь нажать файт. Ты стакаешь один раз, или так прыгаешь, вот так, и так начинаешь. Ты можешь тоже так начать, что у тебя есть уже 2 стаки, и ты можешь вот так начать. Если у тебя возможность стакаться 2 раза автоатак. Что-то, которое я понял на Лукасе, это что если ты играешь на Лукасе, то очень важно понять, что нажать первый скилл до ульти, это там не профит в этом нету. Ты не должен нажать до того, что ты нажимаешь твой первый скилл. Тебе нужен этот первый скилл, когда ты с ультой хочешь что-то делать. Это очень важно. Если ты подумаешь, сейчас буду нажать первый скилл, и тогда еще раз буду нажать первый скилл на ульти, чтобы ты типа use the maximum of your ultimate. Нет, это не работает так. Я бы сказал, что лучше не нажать этот первый скилл до ульти. Просто ждать и найти этот момент. Мейн комбо это типа ты начинаешь вот так и можешь вот так делать. Здесь тоже, что ты уже на ульти, ты просто нажал ульти. И вот так прыгаешь, чуть назад идешь, вот так его вытянешь. И ульти это типа финиша. Сейчас хочу показать комбо с фликом еще. Это, кстати, приятный комбо, который ты можешь сделать. И после этого будем регать одну игру, чтобы показать, как это все работает в игре.
С фликом в целом это так работает, что ты можешь 2 раза стакаться. You can jump behind the enemy and then pull them to your team. Вот, тоже показатель мили быстро. Есть вот такой сборки на Лукасе. Если ты STNS ты играешь, я бы так предлагал, если у тебя тяжелый лайнап. Но так тоже работает через Festival of Blood. Вот так мне вообще не нравится, я бы так не сделал. Tenacity плюс волна. Если у тебя волна, то я бы взял Festival of Blood каждый раз. Это помогает очень, чтобы танк побольше, и этот подхил, ну, очень приятный. Там же все еще танк мета, и за это надо с танк эмблем играть, и не с бойцовый эмблем. Когда убийца мета закончится, и мета вернется к танкам, я думаю, что ты можешь с бойцовой эмблемой играть, но пока я думаю, что тебе танковка не хватит, и тебе надо этот танк эмблем. Так, если у тебя тяжелый против, ну, хильда, например, я бы так взял. А если у тебя нормальный приятный лайнап, то волна лучше, чем Brave Smite для меня. Ты очень быстро папчись, и это хорошо работает. Сейчас просто хочу показать, как это работает с фиком, и после этого буду регать. Про битду это как ты хочешь играть на Лукасе. Я просто считаю, что если у тебя лейт гейм лесник, то лучше собрать пояс. Он тебе помогает больше, чтобы бить танки. А топор тебе больше помогает, чтобы дамажить. И у тебя реально очень хороший урон с топор. Это прям, ну, сильно. Так, показываю, как это с фликом работает. Вот, например, ты видишь, что там тип стоит. Хочешь начать с фликом. Даешь 2 автоатаки. Через флик вот так прыгаешь и бить ничего. И очень легко это по дамагерам нажать, потому что у тебя доп мув спид на ульте. И прыжка очень большая, типа, второй скин. Так, экспу показываем. А, кстати, можно тоже Лукас Флес играть, но если хочешь Лукас Флес играть, то сборки как на Альфе и бойцовый эмблем. Да, сейчас надо, чтобы Лукас, конечно, не в бане будет. Если Лукас в бане будет, то это, конечно, неприятно. Пожалуйста, не забаньте Лукас, я не хочу одну игру играть. Вот так. Please, please. Ага, далее, хорош. Ну, сейчас посмотрим, против кого мы играем. На экспу. А если это будет тяжелый лайнап, то я Brave Smite буду взять. Если нет, то просто за мной буду играть. Тоже, ну, посмотрим, какой АДК там будет. И тоже, если у меня дамаг лесник будет. А не какой-то танк или файтер, как Альфа. Ого! Сразу против хильде. Вот это, конечно, круто, да? Уже неприятно. Уже неприятно. Надо было хильда забанить. Я, кстати, могу попробовать это все переиграть. Но я думаю, что Brave Smite мне тут в целом помогает. А, вот, еще и Vengeance надо взять, потому что там Беатрис. Посмотрим, если у меня еще и дамаг лесни будет, тогда надо взять пояс. Ого, может с топором играть. У меня альфа. Неплохо. Хотелось бы с топором играть, чтобы выиграть. Прям керрить. В целом можно и дабл лучше. Я просто знаю, что против Беатрис Vengeance это типа must have. Очень сильно контрит Беатрис. Но если там был бы другой АДК, как Cloud, или кого я назвал? Я еще и назвал Ирка. То я бы, наверное, ну, против Ирка тоже Vengeance очень сильно. Но если там был бы не Беатрис, я бы взял, может быть, и лужи. Потому что у нас дабл лужи. Ну, у них 2 лужи, Хильда и Гатот. И я же хочу драться против этих двух. Значит, если у меня 2 лужи, то мне легче будет драться. Ну, тупо такая логика. Ну, в флейте с Vengeance тут гораздо приятнее будет играть. Ну чё, мы с топором будем играть, но сначала покупаем кусок армор, и мы можем набывать если баф. Когда я соло играю, я бы чекал каждый раз, где они начинают. Потому что для тебя никто не чекает, все скажут. Саша, уже идем. Он синий наш, значит ротация под топ. Он к нам не идет. Если хотим драться, то мы можем, но мы не хотим, потому что всегда. Ого. Это хороший лайнап, чтобы показать фишку на Лукасе, которую я знаю. Ты очень много хилишься, и если попадаешь... Ну, я сейчас не попал. Если так попадаешь первый скилл, ты очень много хилишься. И это хорошо, чтобы жить на лайне просто. Ну, я бы дрался за это. У меня же регенка есть. Сейчас хилить чуть-чуть, но все хорошо. Сейчас могу показать один раз, он со мной драться хочет. Вот, хилил. Но я думаю, что видно против хидла, неприятно вообще. Надо было быстрее перегать, и просто, ну и все хорошо было бы. Так, хотим-то застопить, чтобы у меня пак придет.
И я на базу иду до черепаха. У меня регенка откадешится для черепаха. По идее я могу хилиться через первый скилл, прыгать с второй. И черепаха нормально разыграем. Мне только четвертый надо, и после этого я уже хочу идти оттуда. Надо Хаю отзонить. По Хаю сыграем, чтобы не засмать черепаха. О, вот это не повезло, кстати. Ну Хай пойдем умирать. Он не живет против меня. Не живет. Нет. Со мной закрыли хорошо. Ну как будто бы победа. Там не повезло, что он улетел от черепаха. Я специально вперед за стрейфу. Я тоже там ошибку сделал. Лучше было бы просто нажать первый скилл по тауэрам, чтобы его замедлять. Потому что в ульте любой форме первый скилл их выкинет под где ты скилл нажимаешь. И это значит, что ты можешь просто его нажать. Даже если там нет два стати, один хватит. Пусть по тауэрам стоит на хае и все. Если она сейчас со мной хочет драться, то я тоже хочу. Я же по тауэрам могу его убить. Я по идее могу попробовать, он без ульты. У меня еще и ульты, если хая не придет. Ого. А вот и другой человек, мне придется ульты отдавать вот так. Я готов-то не ожидал. Вот, например, просто викинг по тауэрам. Альф придет. У меня еще Венус есть. Даже не нажал. Ой-ой-ой, ульты не попал. Жалко. А закрыть? Нормально. Работаем. Так, можно делать и все. Чтобы очистить получать. Нормально. Сейчас хильда там вкуснее, я не хочу идти, если что. Угу. Похилился. Сейчас на школа черепаха рейсается, у меня регенка появился. Значит, я могу хилить и на черепаха идти. Может тут через 3 секунды десятки. Нет, ну Хай уже бьет черепаха, значит надо по Хаю играть. Застанили его и убили. И черепаха взяли. Дальше тут хильда стоит. Если хильда вообще не хочу драться. О! А сейчас есть возможность. Хватит или урон. Я продолжать буду это делать. Я думаю, что я тут видел. У меня скоро топор. У него еще лужи есть, запомним. Да, пойдет тут выиграю. У меня еще Vengeance. Я это не должен проебать. Но я очень сильно хочу его убить, ну пожалуйста. Найс. На контр-лайнап убили хида из-за Brave Smite. Волна, я бы тут умер. Очень важный килл, чтобы показать вам, что эмблем работает именно против хильда. И дальше будем просто тарусать. Сейчас Хай ко мне хочет идти, но у меня Vengeance и ульты есть. Даже если он залетит, я живу. Но скоро хильда вернется, и 2 против 1 не хочу. Ну вот, за это мне Лукас очень нравится, я просто его не шотнул с топором. За это я читал, что топор это очень важный предмет Лукаса, если не может топор покупать. Вот насколько урона топор, это конечно очень круто. Я вижу, что Вексана придет, я за это обратно прыгну, но дальше все, я умер. Нет? О, Вексана засейвил! О, у него скайпирсы! Ну 2 на 1 размен, нормальный размен. Как будто бы надо просто сильно играть каждый тимфайт теперь. Не хотим, чтобы он больше фармит. Беатрис тоже очень много. Хая вообще больше нету в игре. Можно забывать про Хая. Теперь надо Беатрис. Проди хочет мид пушить, значит я задефаю топ. Я сейчас покупаю Blade Armor, как я уже сказал. Я просто читал, что это, ну, больше дает, чем антхил. Мне просто не нравится и антхил, и Dominant Size покупать. Ого. Ой, ебать. Охуеть. Ага, одного убили. Угу. Вот так тоже можешь упрыгать, чтобы жить.
Просто нажать автоатак на бафе, чтобы уйти. Нам очень важно, что мы сейчас убиваем Беатрис, потому что он быстряка. И у нас есть и Vengeance, и Blade Armor появился. Я не думаю, что дальше Хида может против меня выиграть, у меня просто слишком много левел. Сейчас они тут захватили. Уже обдиатился. Вот, Беатрис шотнул через Blade Armor и Vengeance. За это мне это очень нравится. Конечно, я слишком, ну, типа, дип. Но я просто читал, что так надо в этой ситуации. Там еще Хилс был лучше. Maybe он мог меня засейвить, если он бы дальше пошел со мной. Но в целом это, ну, хороший размен. Я эксперт. Я по факту второй раунд. Значит, если я умру за АДК, это хорошо. Чтобы у него темп падает. Я тоже мог чуть попозже Vengeance нажать. И по идее Беатрис бы умер. И я бы жил. Но мне очень нравится лужа за таких ситуациях. Ого. Одного убить, а дальше его докатить. Чё там? Стакаем наш первый скилл. Он, конечно, убил крипа, это же он, но... Так, Сексформ очень важно отзонить, дать вижен. Ты в любом случае не дамажишь лорда. Значит, лучше вот так стоять и просто... Ну, впитывать урон. Так, то, что я думаю неплохо на Лукасе, это 4-й взять бессмертие. Потому что если ты умираешь с ультой, у тебя стаки на ульты не падают. Значит, если у меня 80% на ульте, и я умру каким-то образом, то когда я резаться, у меня почти ульты будет опять на бессмертие. Там хотел быстро нажать, чтобы не успеть ульты нажать. Я не помню, если нажал, я разговаривал. У Беатрис есть флик, и мы не хотим особо задавить. У нас нету ну, еще один подкид, как Альфа. Просто думаю, что если хватит урона, мне тяжело просто. Опа. А он умирает точно. Куда? Как будто мы просто топ забираем и не умираем. Я думаю, что это достаточно уже. Мне, конечно, не нравится, что у меня Festival of Blood нету. Festival of Blood был бы легче хилить. Теперь, если меня покает Сесилион, очень тяжело хилить. Охуеть. Не-не, я все тут. Мне это все вообще не нравится. Go парни. Я не знаю, если Беатрис там флик нажал за флик в Иксану. Можем, конечно, попробовать просто убить. Но... Worth это или нет? Я просто не вижу, как мы можем задавить Беатрис и Сесилиона без лорда пока. Я без флика играл. Вот за таких ситуациях флик хороший, чтобы давить прямо на бэклайн. И по таурам. Но, конечно, если там нормальная игра была бы, и я просто стою, мы просто все стоим под лордом, я и просто с хорошей позиции могу это делать. И команда идет дальше драться, я просто хочу лорда ждать. Я не знаю, если они это поняли. Такие сюда хорошо уйти просто, один раз вот так нажать. Но этот Броди, конечно, сильно хочет их убить. Куда он прыгнул? Антифиз одного убил. Что, ты кто? У нас Альфа нету. Ульти не хочу нажать. Все, идем. Не, можно. Я под это могу прыгать. Физ нажал. Уже не хотим дальше. Теперь я без ульти, это хуёво было. Ой-ой-ой, надо топ задавать тоже. Но обычно, если такого делаешь, что не получится. Ну, Беатрис теперь без лика и без антифиза. Это хорошо. Мне надо бить героя, чтобы у меня ульти будет, он просто взрывает тогда. Блять, я умер. Короче, файт проебали. Не доиграл. По идее, нормально, мы лорда за дефем. -2. У меня теперь и бессмертия, и Vengeance нету. Это очень плохо. По факту покупал предмет за ничего одного. Ну, просто будем задефать нормально лорда и дальше продолжать играть. Не можем с этого нихуя не делать. Хорошо бы стакать один раз до того, что я прыгаю по Беатрис. И чтобы мы все одновременно прыгаем по Беатрис. Не, это точно тяжело. Не, это...
Куда? У меня еще и флик есть. Бля, ну это такой... Ну, вот так нельзя драться, парни. Ну, просто запомните, нельзя умереть до лорда. Но я думаю, что я показал, что может Лукас сделать. Одно файт, не так произошло, что-то не так сделал, и все. Там вот этот одного файт, где... Ну, по таурам пошли, надо было Беатрис убить, но там что-то произошло, я не мог концентрировать в игре. Это бывает, бывает. В целом, ну, убили хильду 1-1 на лайне. Лайн выиграли. И вот что важно. Дальше по игре просто это уже командная игра. Эксповик не может выиграть. Для меня Лукас это хороший герой, но один из большой минус это чтобы ты, ну, тебя тяжело достать до бэклайн. Если ты со своей командой неправильно разыграешь игра, например, я неправильно разыграл один файт с моей командой, и уже тяжело было что-то делать. Надо, чтобы все одновременно идут. Я еще читаю, что Валя очень сильно контрит Лукаса, и Валя с Лукасу ты это невероятный имба. Ему будет тяжело просто пикаться в каждой игре, из-за того, что он сильный на объектов. Но есть и другие герои, которые сильны на объектов. Его не так тяжело раскайтить, если он с Вендженсом или с Лужей играет. Профит в этом есть, я же сказал. Ты больше живешь, и тебе легче убить кого-то. В целом, я думаю, что 60% и 100% пояс лучше. Просто потому, что тебе надо танчить. Там просто все зависит от тебя, личного скилла на Лукасе. И он не простой герой, он сложный. Ну и Валя его очень сильно контрит. Это реально большой проблем, что ты можешь просто Валя на Лукаса взять, и это, ну, тяжело будет играться. Ну, в целом, я думаю, что он очень сильный. И пока не все поняли, как против него играть, и ты можешь это использовать. Так, всем спасибо за просмотр. Это был Kid Bomba. Я надеюсь, что вам понравился этот гайд. Конечно, проиграл, но в соло кью проиграешь часто. Я думаю, что все знают. Надеюсь, что вам тоже помогает этот гайд. Подписывайтесь на канал, болейте за Team Spirit. Всем пока.